Друзья, в России мы говорим, если у тебя порядок вокруг, то у тебя порядок и в голове. Давайте посмотрим, что в голове у Макса. Ой-яй-яй-яй-яй, это что такое? Это что? О, боже, 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 боже. А тут что такое? Что тут раскидано? А это как здесь оказалось? О, боже, господи, господи. Это все называется бардак или беспорядок. Банан. Как, Макс, как ты дошел до этого, Макс? Как ты докатился до этого? Как ты докатился до такой жизни? Грязная посуда! Грязная посуда! О боже! Мне нужно сделать уборку, друзья. Мне нужно убраться. Или мне нужно навести порядок. И этим мы сейчас с вами займемся. Ха-ха! Но с чего я хочу начать? С чего я начну? Первое, что я сделаю, это я заправлю кровать. Да, мне нужно привести в порядок кровать сначала. Окей? Так, это сюда, это сюда, это... Отлично, теперь кровать заправлена. Я заправил кровать, да. Каждое утро мне мама говорила: Макс, сначала заправь кровать, потом иди завтракать. Поэтому очень важно заправлять кровать. Мне кажется, что это много говорит о человеке, если у него кровать заправленная или не заправленная. Окей, дальше. Что я сделаю дальше? Дальше я хочу убрать эту всю одежду. Я хочу, вот это вот диван, это мой диван, и я хочу привести диван в порядок. Я уже привел кровать в порядок, сейчас я приведу диван в порядок. То есть я уберу всю одежду я уберу. Куда? Конечно, в шкаф. Всю одежду я положу в шкаф. Или я уберу всю одежду в шкаф. Погнали! Вешалка. Отлично, я убрал все вещи в шкаф, и я еще заправил диван тоже, видите? Он теперь очень аккуратный, да, вот диванчик аккуратный, смотрится хорошо, все замечательно. Кровать и мой шкаф с одеждой тоже выглядит аккуратно и хорошо. Что дальше? Что дальше нужно сделать? А дальше я хочу сделать самую мою нелюбимую работу. Самая моя нелюбимая работа. Это подмести пол, да, и помыть пол. Два действия. Первое — подмести, второе — помыть. Что мне нужно, чтобы подмести пол? Ну, чтобы подмести пол, мне нужна швабра, да, швабра. Иногда еще мы используем веник. Вот это веник, а это швабра. Вот это все, что нужно для того, чтобы подметать пол или подмести пол, да. И это я сейчас сделаю. Конечно, мне еще нужен будет совок. Вот это совок, то есть я могу
всю пыль, всю грязь. Она у меня будет в совке, и потом я ее смогу выкинуть куда-нибудь, да? Вот, и, конечно же, мне нужно ведро с водой, чтобы помыть пол. И тряпка, вот эта тряпка, она чистая. Вот, у меня нет какой-то, знаете, специальной супер-мега швабры. Вот, я хотел купить такую, но, честно говоря, еще не купил. Поэтому я использую старый дедовский метод. Это вот такая вот старая какая-то старая поло. Вот, и я его вот так намотаю на швабру и буду мыть пол. Это просто дешево и эффективно. Хе-хей! Ну что ж, второй этап. Это тряпка. Мое главное оружие — это тряпка и швабра. И я начинаю мыть пол. И остался последний, финальный шаг. И это, друзья, мне нужно помыть посуду. Да, у меня много грязной посуды, и мне надо ее помыть. Вообще, очень часто, когда я делаю уборку, да, или мою посуду, или когда я готовлю еду, то очень часто я что-то делаю одновременно. Например, я слушаю подкасты очень часто, или я смотрю какие-то, бывает, видео. Я вот прямо сюда я ставлю свой телефон, да, как-то вот так. Вот, я включаю видео, и я смотрю и мою посуду, или что-то готовлю. Это очень удобно, потому что, ну, тебе веселее делать какую-то рутину, тебе не так скучно, и, конечно, это помогает. В общем, я уверен, что если ты хочешь, чтобы у тебя было все в порядке в голове, да, то нужно, чтобы все в порядке было вокруг. Я думаю, что это очень важно. И я вам, друзья, желаю этого. Я вам желаю, чтобы у вас всегда был порядок в голове и вокруг вас. До встречи в следующем видео. Печеньки, печеньки, печеньки. Ла-ла-ла-ла-ла. Печеньки.